Всем большой привет из весенней солнечной Одессы. Несмотря на бессонные ночи, одесситы вышли в центр города прогуливаться, наслаждаться красотой места, в котором они живут, получать от этого удовольствие и, конечно же, наслаждаться жизнью. Сейчас мы с вами находимся на Соборной площади, в центре города Одессы, возле улицы Преображенской и Дерибасовской. На улице очень много людей, это радует. Идемте посмотрим наш пострадавший Спасо-Преображенский собор. Да, к сожалению, в него в июне был прилет, он пострадал. Здесь были выбиты окна. Покажи, какие красивые у нас фонари в Одессе. Да, в Одессе фонари — это произведение искусства. К сожалению, днем они не так красиво выглядят, но ночью они создают красивую, приятную атмосферу. Ой, голуби сбивают. Так, ну мы идем дальше к Свято-Преображенскому собору. Хотим посмотреть, отреставрировали его немного или нет. Потому что он пострадал достаточно сильно. Был разрушен потолок, была разрушена крыша, были выбиты окна. Это очень грустно, что разрушаются такие прекрасные сооружения в городе. Ага. Здесь, на Соборной площади, у нас в центре города клуб шахматистов. Да, Смотрите, здесь... как они все увлечены А пошли посмотрим. шахматами, домино. Идем посмотрим, как проводят свое время умные одесситы. Интеллектуалы Одессы. Интеллектуалы, потому что в шахматы это достаточно сложная штука. Скажем честно, мы играть не умеем в шахматы, но наша мама умеет. Посмотрите, как они все заняты. Смотрите. Одесские шахматисты времени не теряют. Вот здесь издалека видно, что на столе шахматы. Люди сосредоточены, и каждый думает, как сделать правильный ход. Так, и вот мы подходим уже наконец-то. Здесь рядом с собором детская площадка. Играют детки. Птички поют. Посмотрите, видно, что здание пострадало, все окна забиты фанерой, к сожалению. Внутрь не можем зайти, но внутри там упал потолок и очень сильно видны повреждения. К сожалению, отсюда не видно разрушенной крыши, но вот видно, что абсолютно все окна забиты фанерой, потому что они просто-напросто повылетали от ударной волны. Вот это вход в Свято-Преображенский собор. Смотрите, какой он высокий, он действительно очень красивый. Ну, вот это, собственно, улицы города, но мы так идем на Садовую. О, какой букет. Можно сфотографироваться и сказать, что подарили на 8 марта, да? Вот когда в Одессе видишь вот эту розовенькую машинку, то всегда понимаешь, что где-то есть рядом профитроли, потому что... Они очень вкусные. Да, это профитроли, это уже... Это кафе давно здесь, посмотрите, какая милая машинка. И здесь можно купить вкусные сладости. Наши дорогие зрители, нам очень много людей почему-то пишут, что где же эта война? Почему ее не видно на ваших видео? Ну, во-первых, мы хотим улыбаться, мы хотим
чтобы наши видео были позитивные, позитивно вам показывать Одессу. Мы не можем только ныть и плакать. Поверьте, война здесь есть. И она здесь чувствуется каждую ночь. и каждую ночь она особенно чувствуется, потому что весь город бегает в укрытие, все переживают за свою жизнь, за своих детей, за своих близких, Свой дом. за свой дом. Поэтому мы не можем показывать только грустное, давайте наслаждаться жизнью, давайте показывать красивый наш город, улыбаться и дарить друг другу радость, счастье и позитив, потому что плохих эмоций и одесситам, и жителям города, и другим людям во всем мире хватает с головой просто. Ой, ну, одесская архитектура не может не радовать, просто идешь, и каждый дом очень красивый, его хочется рассматривать. Конечно же, некоторые дома хочется отреставрировать, но будем надеяться, что когда в стране все наладится, Лестницы красивые. Всё будет винтовые. еще красивые. Посмотрите, красота-то какая. А мы уже на улице Садовой. И одни... Мы пока на Соборной, но подходим к Садовой. Ну мы уже на Садовой. Уже вот-вот. За нами известный дом и один из самых красивых архитектурных памятников Одессы. Мы находимся возле дома Русова. Это здание конца 19 века в стиле необарокко. И каждый раз, когда возле него проходишь, хочется остановиться и посмотреть, потому что он действительно настолько красивый, что очень сложно пройти мимо него. Самую большую свою популярность дом получил тогда, когда в нем открылась одна из самых первых и известных аптек в Одессе. Это, конечно же, аптека Гаевского. Так, здесь напротив такого красивого архитектурного памятника можно съесть чего-то вкусненького. Такой интересный зеркальный автомобиль. Раньше я его не видела здесь, но теперь он появился. Ну как этим можно не любоваться? Это очень интересная и очень красивая улица Одессы. Здесь очень много интересных архитектурных и культурных ценностей города Одессы и памятников архитектуры, домов памятников. Улица Садовая названа не просто так, она названа в честь того, что здесь, когда еще только строилась Одесса, когда она только развивалась, здесь были сады, два знаменитых сада, поэтому, конечно же, название улицы, несмотря на то, что несколько раз менялось, все же в конечном итоге так и осталось Садовая. Дуже відзов з Польщі писало до нас, że oni kiedyś byli w Odessie, spacerowali po ulicy Sadowej, spacerowali po Arkadii, po ulicy Dieribasowskiej, centrum miasta i oczywiście tego nam bardzo, bardzo przyjemno, że to bardzo jest znana ulica nie tylko w Odessie, ale na wszystkich świat. Можно съесть и сладости, и посетить китайский ресторанчик, и взять еду с собой. Не останетесь голодным и хорошо проведете время. Здесь уже потихоньку начинают выносить столики на улицу, чтобы люди могли приходить и отдыхать. И здесь еще можно посетить Троторію Марія. Это итальянский ресторан. Дуже вам дякую. То дегустація? Так, Так, дуже вам дякуємо. це ми сам голландський сир. Ага. Куштуємо. Отак прогулятися по вулиці Садовій, це означає, що ще можна і добре Так. поїсти. Дуже дякуємо.
Гарного дня! Вот тут можно купить в сырном королевстве вкусный сыр. Я еще не попробовала вкусный или, но сейчас это сделаю. Пришла и моя очередь попробовать сыр, который нас угостили. Вкусный, вкусный и очень свежий. Поэтому, если вы захотите перекусить сыром, то, конечно же, вы можете приехать на улицу Садовую, и вас обязательно угостят. Вкуснятина. Посмотрите, как прекрасна Одесса. Ну как можно не любить этот город? Дом впереди какой красивый. Да. Пойдем немножко вправо. А я вот так вот. Посмотрите. Смотрите, какая красота. А сейчас мы идем к зданию, которому уже почти 130 лет, и которое было создано для того, чтобы украшать наш город еще в то время. И это здание до сих пор, уже вот прошло сколько лет, оно еще до сих пор является украшением города. Изюминкой главпочтампа является то, что у него есть зал высотой 20 метров, почти такой же высоты, как и его высота до крыши. И в нем на потолке размещается самый большой солнечный фонарь в городе площадью 1700 квадратных метров. Это очень интересно, и мы надеемся, что нам удастся его сегодня вам показать. Больше 100 лет назад на главпочтампе при входе вас мог еще встречать швейцар. Но, к сожалению, времена меняются, и теперь дверь на главпочтамп приходится открывать самому. Ранее здесь были таблички на французском, на немецком языках. Сейчас, скорее всего, что только на украинском и, возможно, на английском. Но мы сейчас это проверим. И, конечно же, зайдем внутрь и посмотрим, как выглядит главпочтамп. Вот центральные двери. Центральные двери. Мы сейчас зайдем, покажем вам самый большой солнечный фонарь в Одессе. 1700 квадратных метров. Это немало. Тут закрыто? Сейчас мы проверим, куда же можно войти. Давай, Ирина. Приглашаем вас на Одесский главпочтамп. 20 метров высота. В эту красоту. Так. Посмотрите, как здесь все красиво выглядит. А вот он, самый большой солнечный фонарь города Одессы. 1700 квадратных метров. Это очень много. Когда заходишь на главпочтамп, тебе сразу передают привет из Одессы. Всем привет из Одессы. Посмотри, было 125 лет. А я же говорю, что ему 127. А здесь есть такие диванчики, на которых можно присесть и написать близким письмо. Ну, сейчас уже письма, конечно, не пишут, пишут сообщения. Но, тем не менее, раньше так было. Ну вот так приятно зайти в такие здания, которые прошли много событий, или даже какой-то особенный запах старинного дерева. И не можем сказать, что этот запах какой-то плохой, а он вот какой-то просто пропитан историей. Запах конвертов, книжек и марок. Да. И открыток. Это очень интересно. Обязательно, если вы приезжаете в Одессу, и даже если вы живете в Одессе и никогда здесь не бываете, зайдите хотя бы взглянуть. Это очень интересно. Вспомните былые времена.
для тех, кому она нравится, кто скучает за своим домом, потому что очень много одесситов выехали, и им интересно, какая сейчас обстановка в городе и как выглядит та или иная улица сегодня. И сложно в мире найти страну, в которой бы люди не знали такой город, как Одесса, потому что он действительно знаменит на весь мир. И мы снимаем наши видео еще для людей, которые когда-то посещали этот город, которые когда-то жили в нем, которые хотят посетить этот город. Мы надеемся, вам очень интересно будет посмотреть на современную Одессу и особенно на Одессу в такой трудный период времени для и страны, и города. Действительно богато на красивые дома, на памятники архитектуры, потому что когда еще только развивался город Одесса, то строили свои особняки очень богатые люди, дворяне, поэтому это сразу видно. Nasi drodzy, kto ogląda nas z Polski, wszyscy pewnie wiedzą, kto taki Adam Mickiewicz. No i oczywiście, jako przeczytać historię, to Adam Mickiewicz kiedyś trochę mieszkał w Odessie. I sam on spacerował po tej ulicy, po której idziemy razem z Irenką. Oczywiście nie tylko on, bo tutaj mieszkało podczas I światowej wojny około 20 000 Polaków, a to jest bardzo ciekawe. Мы не можем пропустить рубрику одесских котов. Посмотрите, какой красавчик. Мы нашли такую интересную информацию, и написано, что в Одессе будет выступать Стинг. А может, трибьют-шоу. Интересно, это реально он или нет? 11 марта. Если это действительно Стинг, то это, конечно же, очень круто, потому что он действительно очень талантливый, у него прекрасная музыка. Здесь отдыхают не только дети, взрослые, но еще и животные. На фоне нас знаменитый одесский рынок, он называется Новый рынок, и там когда-то жил очень такой толстый, знаменитый одесский кот, которого все всегда фотографировали, не знаю, жив еще он или нет. Сейчас, по-моему, ему памятник стоит. Мы с вами обязательно посетим этот рынок, но уже в следующих видео, потому что не все сразу. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня И бузячки, И бузячки. поцелуйчики.